Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Стрелец на канале Таро Инспирационе. Прогноз Таро на будущее и старинный цыганский пасьянс, что скоро произойдет в ближайшем будущем, в течение марта 2026, что прояснится в вашей жизни. Жизнь не бывает полностью предсказуема, и события ближайшего времени, может быть, то, что вот произошло, что происходит вокруг нас в целом, вот все это подтверждает. Но давайте все же рассмотрим один из возможных, как альтернативный вариант развития событий, что будет дальше, как быть в этом сложном мире. И рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии, ну и, конечно, здравого смысла, куда же без него. Хоть объединяет один знак зодиака, а все же мы все разные. Итак, события ближайших дней. Именно о ближайших днях говорят нам карты пасьянса, а потом мы дополним, но вы просчитайте какую-то, может быть, свою стратегию, тактику, как вот выпавшие значения откликаются в вашей душе. Итак, что же скоро произойдет? Вот буквально совсем скоро. Ближайшее будущее, ну, это может быть и буквально сегодня, завтра. Хотя, конечно, тут у каждого что-то свое, но с чего все начинается? От того момента, как вы открыли видео. Пока не вижу совпадений, давайте пройдем дальше. С чем будут связаны события? Что, как мы говорим, спешит на ваш порог? Молния. Спешит, тут буквально спешит, потому что это какое-то скорое, молниеносное известие. Может быть, кстати, неожиданное, что-то внезапное. Вы услышите или какую-то новость. Ну, может быть, это не будет связано непосредственно с вами. Кстати, тут еще у нас выпадает узел. Это прочный союз, точнее, прочная связь. И это может быть как и в жизни лично, это может быть и в вопросах работы. Но где-то рядом у нас находятся, да, два значения, поэтому могу предположить, что для кого-то это будет вполне вероятно от знакомого человека, вот какая-то новость, может быть и неожиданная. Вот смотрите, выпадает Луна. Ну, непонятно, как поступить. Это сомнение. Может быть, вы будете раздумывать, так вот не быстро действовать, а именно время на подумать, да? Ну, наверное, по-разному, да? Или, может быть, кстати, по месяцу, это ведь, знаете, неуверенность где-то, когда мы ожидаем, вот, может быть, вот этого сообщения, а оно где-то задерживается или, ну, как-то вот не укладывается во временные рамки, и тогда сомнений больше. Вот я к чему? Ну, у вас как будто, мои дорогие стрельцы, посмотрите, вы зря себя мучаете. Вот вы оптимисты, но у каждого человека, даже если мы транслируем более такой оптимистический подход к жизни, а внутри ведь все равно вот, ну, есть что-то, что нам не дает покоя. Поэтому вы не переживайте, тут у вас будет радость. По крайней мере, пусть даже если, предположим, вам придется, ну, где-то вносить коррекцию в свои планы, но, значит, оно того стоит. Вполне вероятно, для кого-то из вас это будет какая-то новость, которая даже касается личной жизни. Именно, может быть, когда как вдохновение, хорошее настроение, или когда вот этот оптимизм, он преувеличивается, будем на это надеяться. И в нашем пасьянсе мы можем складывать по вертикали и по горизонтали. В крайних рядах выпавшие карты. Вот смотрите, у вас какой-то путь закрывается. Кстати, это же не обязательно, что путь закрывается, да, ну, замок. Это может быть какое-то дело, которое таки вы либо доводите до ума, либо что-то стремится само по себе к завершению. Но для вас, как я уже сказала, мои дорогие стрельцы, вот какая-то история, правда. Смотрите, у вас корабль. Корабль – один из символов Меркурия, всегда об этом говорю. И это символ перемен. Для кого-то это может быть желание, как знаете, что-то, как вдохновение зовет в дорогу. Засиделись, надоело, да? У нас весна, мои дорогие, март. И у нас март, он такой, если мы уже не о картах, а об астрологии, то вторая половина, буквально после 20-го, это совершенно другие энергии. А по 19-е это много энергии в знаке рыбы. А рыба, это мы знаем, что
знаете, отсутствие как таковых границ. Это что-то такое размытое. Это вот точно, это как луна, этот месяц. Это какие-то тысячи неопределенностей. Это некоторые задержки. Это когда ничего не меняется. Это какая-то рутина. И, в принципе, ведь вы знаете, этот период себя не надо тормошить. Тут вряд ли мы что-то можем кардинально изменить. Но, опять же, это астрологически. Но уже с 20 числа я должна сказать, что тут будет больше позитива, больше будет жизненной энергии, сил. Во-первых, хотя бы просто потому, что, опять же, у нас новолуние где-то в 19-го, да, новолуние, которое в рыбах. А новолуние – это всегда приток новой энергии. Значит, вот этот период нам необходим, ну, для каких-то размышлений. Так вот, корабль – это еще и исполнение желаний, к чему я все это клоню. Вполне вероятно, вот уже, знаете, как 20 марта Солнце будет в Овне. И это, знаете, как новая точка совершенно отчета. Весна, вот действительно, мои дорогие. Но до 20 и, кстати, 20 числа Солнце ну, у нас находится в рыбах. Поэтому вот управляют, наверное, этими энергиями по 19 именно как рыбы. А это некоторая размытость. Поэтому здесь может нас так немножко застать врасплох. Вот это вот известие. Но так или иначе, мы говорим, Юпитер, ваша планета-управитель, уже с 11 марта в прямом движении. И стало быть, что-то пойдет с правильной ноги. Будем на это рассчитывать. Еще и Юпитер, когда у нас в ретро, да, это всегда возвращаются какие-то знакомые или знакомые истории, какие-то сюжеты жизненные. Решение можете принимать, причем такое окончательное. Вы тут определяетесь с чем-то, я вижу так. И правда, март – время брать правильные ориентиры. Ну ладно, давайте узнаем. Что скрыто от вас? О чем вы не подозреваете? А тем не менее, это случится. Так вот, что же там случится, произойдет или станет явным? И третья карта, ну давайте, конечно, в процессе или в прогрессе рассмотрим, так что же будет дальше, к чему это все идет или для чего это вообще нужно было все. Может быть, это к чему приготовиться. И по основным сферам жизни. Личная жизнь, любовь, взаимоотношения. Что ждет? Работа, ваши достижения, планы ваши, может быть, у кого-то учеба, у кого-то и документы тоже, что ждет, ну и финансы, что же ждет стрельцов в марте. И мы говорим, что скрыто, а правда скрыто. Тут перемены, исполнение желаний, это карта успеха, карта скорости, передвижения. И всегда она нам говорит о более глобальных переменах. Старший аркан говорит еще и о том, что вот, кстати, эта молния совсем не обязательно, что будет связана именно с человеком. Ну, как новость человек-то принести может. Или спросить, а ты слышал вообще? А вы, может, и не слышали, да? А тут мы понимаем, что елки-палки, где-то мы так вот, как по этому месяцу Луне подзастряли, как в своей ракушке, может быть, и так. Эта карта действительно сулит вам перемены. У вас переменные на пороге, вы просто их пока не видите. С чего начнется или с чем будет это связано? Что-то завершается, это правда. Может быть, какой-то период неопределенности. Вообще, это карта трансформации. В этой колоде, обратите внимание, красивая карта. Я надеюсь, все правильно понимают, что 13-й аркан – это не про смерть, это именно трансформация. И тут прописано перерождение. И посмотрите, вот как на далеком горизонте звезда. А звезда – это где-то символ исполнения желаний. Классно. Победа. Вы понимаете, у вас какая-то такая победа может быть очень сложная. Или решение вопроса, когда вам, ну, знаете, как пришлось проходить какой-то сложный период, когда, может быть, надо было выстоять, может быть, надо было просто продержаться. Вот такое и есть. Но, видимо, само провидение, назовите это высшей силой, для вас складывает какой-то сюжет. Не бойтесь отпускать. Когда 13-й старший аркан, тут действительно нужно сказать, ну вот нет. Или, может быть, даже когда, ну, мы понимаем, да, вот этот замок. Мы себе предполагали, строили какие-то планы, а вот теперь они подлежат коррекции. Значит, нужно скорректировать. Тогда у нас как время, энергия, силы высвобождаются для чего-то другого, в чем вас будет ждать успех. Два старших аркана из трех выпавших карт.
Вот тут правда, вот эта трансформация для победы, для перемен как будто необходимы. Поэтому для вас основной девиз, мои дорогие, это вот что скрыто. Знай или более рационально думай, что отпускать, а за что держаться. Вот, видимо, размышления вам как минимум обеспечены. Ну так вот и что же там у нас прояснится или что станет явным? Какой вопрос? Ух ты, еще один старший аркан. В некоторых колодах аркан справедливости – это как карта кармы, причина и следствие, кстати. Поэтому тут действительно, с учетом многих планетарных транзитов, ну и вашего Юпитера, пока, по крайней мере, когда я делаю этот расклад, ну и в принципе март может быть наполнен какими-то историями, которые вам уже знакомы. Может быть, до боли знакомы уже, да? Возможно, что-то и надоело. Здесь могут проясняться вопросы, связанные с документами. И я не исключаю переезд, да, может быть, это у кого-то вопросы, связанные с поездкой, с переездом, с перемещением. Или когда вы меняете работу, мои дорогие, вот это тоже может быть. Но какой-то у вас, знаете как, время X, когда вот именно это решение нужно принимать, имеется в виду, это ваша где-то душа, а потом и решиться, и сделать первый шаг. Но обратите внимание, здесь вы можете получить даже какую-то бумагу. Хотя нам пасьянс об этом не сказал, но может быть это будет вот молниеносное известие. У кого-то связано даже СМС, да, или важный разговор какой-то. Будьте готовы к тому, что вам как вот действительно что-то придется отпускать, а возможно переделывать. Но здесь может быть и такая конфигурация, когда переделывать вам что-то придется, как будто реформировать, переиграть что-то. Потому что вы можете, кстати, узнать такую новость, что все-таки 7 мечей. Кто-то с вами был нечестен. И это тоже благо, потому что вы это узнаете, у нас как глаза открываются. Стало быть, корректировать планы. Вот действительно, за что держаться, а что отпускать. Где-то это будет значить для кого-то из вас, а тем более в сочетании с арканом справедливость. Знаете, как не было бы счастья, да несчастье помогло. Или когда банально на работе какой-то человек увольняется, освобождается вакансия. Может быть, это известие, когда вы случайно, если вы ищете работу, эту вакансию найдете, да, вы как будто к этому стремились, а все как будто вот, ну, не получалось что-то. Именно как состыковывается у вас что-то. Но точно так же я могу сказать, это все равно с элементом, знаете, прошлого. И поэтому все то, что я только что сказала, то есть вы искали эту работу, вы уже какие-то действия предпринимали. То же самое можно переложить на любую ситуацию, когда вы что-то ну, пробовали, да, или, может быть, вы уже что-то сделали. И тут, может быть, так вот двояко, с одной стороны, а я, как сказала, на переработку, на доработку, ну, как исправить какие-то ошибки нам может вернуть жизнь то или иное дело или вопрос, но также по аркану справедливость. Это, знаете, как если мы что-то сделали в этой жизни хорошо, то нам судьба, пусть через помощь других людей, позволяет именно, ну, как-то сложить собственную жизнь более вот красивый узор на перспективу. Ведь по 7 мечей есть еще такое значение забрать свое. И к чему же это все идет? К чему приготовиться? К деньгам, мои дорогие. Или тут какая-то ситуация денежная будет у вас выравниваться. Более того, еще и ускоряться. Может быть, денежный вопрос, который вам придется пересматривать. Может быть, это какие-то бумаги, которые так или иначе связаны. Или мы можем свести к деньгам. Помощь высших сил, иногда эту карту мы с вами называем шестерка пентаклей, потому что это как карта такого вселенского баланса. Баланс придется держать, ну, как минимум, в дипломатии, мои дорогие, потому что тут важно что-то не упустить и быть готовым к неожиданностям. Вот если кто-то сейчас загоревал от того, что ну как-то застой, ну как-то вот ничего не меняется, один и тот же пейзаж, приготовьтесь, скоро ускорится. Об этом нам вот прям все карты, собственно, пасьянс тоже. Итак, что ждет стрельцов в личной жизни, взаимоотношения? Ух ты! А вы посмотрите, как интересно. Рыцарь жезлов, карта скорости, неожиданности. Карта перемен и тоже скорости, отчасти неожиданности, но это, знаете, такой момент, который ведет к успеху.
а колесо фортуны все это усиливает. Да, будут у вас до конца марта какие-то неожиданные моменты. Не теряя времени, нам говорят. Это у вас на личную жизнь. Это старший аркан. У кого-то будет касаться личности, у кого-то может быть и заявление вот от человека или какие-то новости. Ну, давайте немножко раскроем, с чем это связано. А вы перед выбором окажетесь. Причем так, вроде как приятно что-то слышать, но и вроде как и радует, а рядом у нас король пентаклей. Не обязательно, что это именно мужчина. Хотя я допускаю, это может быть отец, это может быть ваш партнер по браку, чаще всего так бывает, или с кем вы проживаете. Может быть, это и знакомый человек. Но где-то ведь это о вас самих тоже могут говорить, когда вам придется, может быть, по части дома, жилья, по части финансов, решать какие-то вопросы. Но явно тут денежная тема у вас или тема работы, документов, достижений, планов здесь может подвергаться как и коррекции, но это именно для вашей личности имеется значение. Знаете, тут можно и стабилизировать, к примеру, даже ситуацию в отношениях. Здесь мы можем договориться. Вас что-то, кстати, будет радовать, потому что семерка чаш, да, выбор. Но ведь эта карта, знаете, мы называем ее иллюзорного успеха, но это та карта, когда много вдохновения, когда много радости, когда, ну, вот так вот мы расслабились, замечтались, мои дорогие. Стало быть, с учетом аркана колеса фортуны, может быть, и глаза разбежались, кажется, ух ты, могу и то, и то, и то. Или много каких-то направлений вам хочется попробовать. Но то, что жизненных сил будет больше, это точно, это факт. Но их в каком-то таком более в консервативном формате. То есть вам придется, видимо, знаете, вот будет и вдохновение, как я уже не раз сказала, будет и посыл к этому, да, или какая-то радость, или в чем-то прогресс. Но вот его надо переложить из эмоций в какую-то реальность, буквально в какую-то прагматику. Будьте к этому готовы. Так вот, по части ваших достижений. Ну вот, наверное, как эта луна, это карта искаженного восприятия. Поэтому, мои дорогие, не ставьте для вас задачи, это, кстати, астрологически, не ставьте догму, не ставьте, как знаете, себе каких-то табу, не стройте себе барьеров. Вот будет так, а так вот не будет. Ну, нет, тут если мы начнем настаивать на своем видении, на своем, может быть, даже предпочтении, тут будет договариваться необходимо. От этого будет зависеть и фортуна, и как, может быть, вы используете какой-то шанс. Так что это такое, с чем связано? Ага. Вы знаете, тут могут быть даже по части работы, достижений, какое-то такое очень предложение, которое вы можете расценивать как скользкое, ненадежное, ну, очень притягательное. Может быть, это даже не работа. Может быть, это связано с документами. Или предложение по части вашего бизнеса. Ну, наверное, самое разное. Тут именно что-то пытается вписаться в ваш план, в вашу жизнь, а вы, скорее всего, этому не доверяете. Тем не менее, у нас говорят, тут все-таки надо это как распытать, это дело. Или разобраться, откуда ноги растут. Потому что иногда это бывает то предложение, которое ну, или не предложение, а новость, или какая-то весть даже, начнем вот с этого, да, когда вроде бы цепляет. Но по аркану рыцарь чаш тут нам не гарантирует, что это будет продолжаться долго. Вот действительно, о том, что вы услышите, о том, что вы увидите. Для вас это точно, может быть, и как будто все карты говорят, должно быть побудительным мотивом принять какое-то важное решение. Вам дается эта новость для того, чтобы переосмыслить, решить и решиться. Но решиться не основанное, мы говорим, решение на эмоциях, а именно хладнокровие и консерватизм. Вам потребуется найти какую-то правду, раскопать информацию, или, может быть, вам потребуется консультация специалиста, чтобы разобраться в каком-то деле. Тут вполне вероятно, вот как нам говорят, знание – сила, да, как будто нам придется вот эти пару шагов по этой тоненькой жердочке пройти. И вот представьте, тут решиться надо, да, над обрывом. Казалось бы, 2 шага, что там? Что, мы же 2 шага не сделаем? Да сделаем. А елки, так ведь над обрывом, правда? И вот представьте, что вы все-таки вступили на эту жердочку,
Что вы себе скажете? Не оглядывайся назад. Но если мы начнем тут крутиться, вертеться, да еще и смотреть вниз, вот как будто полный вперед. Девушка наша, паж мечей, здесь это тоже весть, пажи вестники, дважды, потому что рыцарь мечей, это может быть даже конкретный человек, который приносит эту новость. И вот эти две карты, ведь это рационализм, мечи. И третья карта, туз мечей, выход из лабиринта. Это, мои дорогие, интеллект. Поэтому все то, что я сказала, холодная голова вам для принятия решений будет совершенно необходимо. А это и будет означать выход из лабиринта, ну как-то так. Давайте мы узнаем финансы, что ждет в финансах. Ну и тут тоже рационализм. Вот смотрите, на все достижения, на работу вообще никаких эмоций. Они как раз нам, знаете, вот новость сама по себе тут действительно может радовать. Но вы можете как начать сначала, может быть, как вдохновляться. Ура, что-то получается. Потом, может быть, начиная размышлять и оборачиваясь к опыту, вы будете... Ну и такую мысль продумывать, что нет, может быть, это меня как будто как в силки какие-то хотят поймать. Все-таки дьявол, элемент зависимости есть. То есть, чтобы зависимости не было, ну вот такая конфигурация сложная. И не упустить какой-то шанс. Потому что возможность к вам приходит каким-то странным путем или альтернативным. То есть тут надо подумать холодной головой, как будто мы можем согласиться, мы можем на что-то решиться, но есть какой-то контекст, который требует отказаться, мои дорогие. Это прообраз Юдифи. И это у вас выпадает на финансы. Поэтому тут может быть и финансовое предложение. Будьте внимательны, во что вы вкладываетесь. Ведь у нас до 20 числа еще и ретро-меркурий, мои дорогие, самое главное. И поэтому по ретро-меркурию нам могут возвращаться прежние люди, прежние персоны. У кого-то это может быть связано и с личной жизнью, да. Пусть это даже мы случайно встречаем какого-то человека, он нам говорит информацию, мы ее на себя перекладываем, понимаем, да, есть зацепка, меня что-то в этом и явно и интересует, но как же мне вот эту как бы информацию переложить на мою жизнь собственную? Поэтому на 100% не переложишь, вот какая-то коррекция вам по части денег будет совершенно необходима. Вполне вероятно, вот эти карты, как паж мечей, рыцарь мечей, у кого-то будет связано, даже если мы говорим про работу по рыцарю мечей, если вот вы, мои дорогие стрельцы, отвечаете за какой-то участок работы, отдел работы, или пусть даже коллектив, неожиданное проверяющее, или бумага какая-то, депеша, отчет надо было сдать вчера. Вот и нам тут, получается, тоже нужно крутиться. Но вот без эмоций, мои дорогие, только слаженные действия. Итак, финансы, так что же там ждет? У вас действительно идет на порог какая-то возможность. Но вот с инвестициями нужно быть аккуратно. Или вкладываться деньги. Я бы сказала, не время покупать что-то. Продумывать, цену узнавать, торговаться по законам, вот, да, тут тоже что-то, себя подстраховывать шикарно, для того, чтобы было вот этот якорь, уверенность. По сути дела, если у вас выпала карта праздник, а вот это праздник после победы, и это на финансы. Поэтому тут может быть вот первое, да, что прояснится или что от вас скрыто, как тайна, то эти перемены вы пока как будто не видите. А тут именно что-то и идет. И как и к переменам, но и с элементом завершения. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые стрельцы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете волшебные комментарии, за вашу душевную доброту и тепло. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Читайте мои публикации, переходите на мой сайт и ссылки в описании под видео. Я буду вам искренне рада, а также телеграм-канал. Я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.